Друзья, всем привет! Без каких-нибудь прелюдий мы сразу переходим к квалификации. Здесь формат спринта, поэтому была всего одна свободная практика. Ну, честно, мне часа за глаза хватает, чтобы понять трассу, тем более, что я на ней ездил миллиард раз. Поэтому мы лишь посоветуемся с нашим инженером, введем какие-то программки и скажем, чтобы он не нес какую-нибудь херню, когда мы едем в болиде. Ну что ж, сразу хочу небольшие новости сказать. Я переезжаю в другое место, поэтому по Формуле-1 пока вопросы. Возможно, я буду выпускать ролики, но руль я отправил, то есть мне прилично так нужно лететь, ехать, и неизвестно, когда он придет. Поэтому, может быть, я буду играть на джойстике, но посмотрим, нормально ли это будет или нет. Так что, то есть, Мафия будет выходить, возможно, будет F1 менеджер, или как эта игра называется. Но вот по Формуле 22 пока вопросики, Ну что ж, у нас первый сегмент, и давай смотреть, что у меня получилось. Пока квала просто тяжелейшим образом дается мне, это уже третий боевой круг. И я не учел один момент, что из-за того, что у нас есть спринт, по шинам у нас есть ограничения. Всего 3 комплекта дают на квалификацию. Соответственно, 2 уже я испортил, потому что я проехал 2 круга на одних шинах. И вот сейчас третий на новом комплекте. Соответственно, если я перейду в следующий сегмент, у меня будет всего, по сути, 1 попытка на шинах. Ну, может быть, 2. Короче, я этого не учел, и у меня могут быть проблемы. Возможно, того круга бы хватило, чтобы я прошел во второй сегмент. Но, блин, что-то мне так было стрёмно, что я решил поехать все-таки третий круг. Но вполне возможно, это даже было ошибкой. И да, нашего времени оказалось вполне достаточно для того, чтобы пройти. У нас был даже хороший запас. Эрон Барнс оказался, как всегда, внизу. Человек в собственной лиге, сам с собой гоняется, там свои какие-то цели преследует. Конечно, я надеюсь, что со сменой пилота, то есть я напоминаю уже, мы после Австрии сменим пилота, после этого Гран-при, Нику поедет побыстрее, будет попадать во второй сегмент, ну, хотя бы быть близок к третьему для меня вот будет приемлемым. Хотя машина у нас действительно сейчас неплохая. Друзья, магическим образом запись оборвалась, и то есть квалификация закончилась там, где мы видели. Но печальнее всего, конечно, место, которое я занял в квалификации, это 16-е. То есть, ну, когда ты занимаешь в последних 2 гонках почти там полпозиции, очень близко к этому, и когда ты занимаешь после этого 16-е место, это очень сильно бьет по самооценке. Не есть хорошо, но у нас сейчас спринт, и перед спринтом я поменял все компоненты нашей машины, то есть она свежая, она бодрая, она прям вообще Лейла, самая настоящая. Но один момент здесь учитывать нужно. Смотри, в спринте не учитываются штрафы. То есть каким ты квалифицировался, таким и стартуешь. Допустим, ты в спринте приедешь первым, по логике ты должен стартовать первым. Но так как я набрал штрафов, я даже приеду в спринте. Если первым, я буду стартовать все равно последним. И тут у меня руки немного подопустились, потому что, блин, а что за фигня? Как бы, а смысл ехать, делать прорыв? А что, ты думаешь, я там 16 места до 8 доеду? 8 место, я напоминаю, это всего лишь 1 очко. Я думаю, да, блин, конечно, что-то как-то задача выглядит довольно жесткой. Может быть, в гонке просто сделать прорыв, постараться, а то сейчас просто тратить двигатель, тратить там коробки, все MGQH, MGQE, все это дерьмо. Ну, зачем это нужно? Но все же дать шанс, я решил себе дать шанс своим скиллам, то есть... Попробуем сейчас стартовать и прорваться с последних мест. Ну что, ребята, все готово к спринту. Мое состояние оценивайте как среднее, пофигистическое. Немного поздно отпускаем сцепление, но, тем не менее, неплохо стартуем из-за того, что прогрели хорошо шины. Но тут по правой стороне Себастьян Феттель, 4-кратный чемпион мира, решил в себя поверить. Но здесь хорошим таким маневром, срезая, конечно, очень жестко срезая поворот, мы прорываемся уж до сих, ну, прям на 13 место. Но все же уступаем место Кевину Магнусону. Остаемся позади него в слипстриме. Следующий поворот очень важный. И попробуем здесь пройти еще, ребят. Конечно же, попробуем. Почему бы и нет?
И ребята, походу, в Рекфест переиграли, потому что я не знаю, что только что было. Меня зацепили за колесо, не дали пройти. Я бы уже был бы выше Гасли. Я понимаю, что я супер дерзкий пилот, что я стремительно прорываюсь. Кстати, я реально этого не ожидал. То есть, ну, что-то происходит невозможно. Я уже 10-е место занимаю, поставив позади Окона, Гасли, всех остальных, там и Рассел, да. То есть, что-то невозможное проходит. Ребят, я клянусь, вот честно не ожидал этого. Но машина летит. Может быть, мне поставили рокет, какой-то двигатель Льюиса Хэмилтона, который ему ставили в Сан-Паулу, да, в Бразилии, когда он всех обгонял. Но что-то странное происходит. Кстати, желтый флаг, посмотрим, что произошло. Это Ландо Норрис. Ландо Норрис оказался в стене. Скорее всего, это просто механическая поломка. Но я этого человека называл вторым главным претендентом на титул, а сейчас он где-то там в стене плачет. То есть... Да, времена меняются очень быстро. И посмотри, Албан там сцепился с Хэмилтоном, и Хэмилтон сцепился с Алонсо, я насколько понимаю. Сейчас мы колесо в колесо с Алексом едем. Очень важный, очень ответственный момент. Возможно, сейчас будет очень опасно, потому что 4 машины едут в одном повороте, и Льюис Хэмилтон прям Алонсо так подцепил. Я не знаю, что-то британец очень сильно завелся. Там был и Албан, сейчас Алонсо. Но спасибо, братишка, за такой маневр, потому что я перемещаюсь на 6-е место. И тем самым просто делаю что-то невозможное. Второй круг, друзья, напоминаю, всего второй круг. И мы уже оставили позади почти весь пелотон. Остался там Рикьярдо, Перес, всего ничего. Попробуем догнать, попробуем выжать из машины все, что в наших силах. Но я просто понимаю, что даже вот уже сейчас 6-е место. Я не знаю, сколько это очков. Я, честно говоря, не помню все эти расценки в спринте. Но это уже неплохо. Это уже неплохо. Да, но Льюис, конечно, неплох. Надо отдать ему должное. Пока он держится позади нас, и ребят спереди нам никак не догнать. То есть, ну, не знаю, темп у них выше. Ловлю машину, сейчас опасно. Очень опасно было. Льюис пользуется этим моментом и прорывается сквозь нас. Прям сквозь нас. Но наша задача сейчас просто вот максимально близко держаться с ним, использовать ХРС. Благо у нас аккумулятор позволяет. И попробуем его на следующей прямой обогнать. Не знаю, машина на прямой очень хорошо себя ведет, то есть очень быстро разгоняется. Я причем не ставил какие-то настройки ракетные, да, как мы делали в Монце, как мы делали там что мы делали в Саудовской Аравии. То есть средний как-то все, средний стоит. И сейчас во внутреннюю сторону он смещался, а мы по внешней неплохо так поздним торможением залетели. То есть хороший обгон, очень грамотный. Но надо сказать, не так жестко защищаются, конечно, боты сейчас. Возможно, мне стоит еще повысить уровень сложности, хотя, ну, мы видим, что ребят спереди я обогнать не могу, машина у них быстрее. Единственное, мы, конечно, жестко бодаемся с Льюисом. Но тут я воспользовался просто ДРС. Если бы у меня его не было, обгона бы и не было. Соответственно, тут все честно, все нормально. Очень маленькие круги, конечно, в Австрии. То есть ты такое ощущение, как будто на каком-то картинг-треке едешь, где, ну, блин, все так быстро повторяется. То есть, ну, круг сколько? 1.07, ну, считай, больше, чем секунда. И тут, смотри, опять корректировка рулем, и опять Льюис Хэмилтон пользуется моментом. Он прям, как, не знаю, мышь караулит сыр, да, то есть, как я офигенно провел этот пример, просто гениальный, но... Что есть, то есть, ребят, действительно, чувак прорывается сквозь нас. Да, но мы тоже время зря не теряли, очень таким опасным, я бы даже сказал, маневром, дайв-бомбой туда, прям в самую щелочку занырнули. И даже Льюис, на камере, конечно, это не было видно, он ушел в сторону, чтобы избежать контакта. То есть, непонятно, когда-то боты избегают реально столкновения, а когда-то они просто как танк едут на пролом. То есть здесь было вот сейчас так. Очень странно. Льюис обычно, конечно, любил так делать. Да, мы вспоминаем прошлый сезон с Максом Ферстаппеном, что он всегда избегал аварий, но он делал это специально, потому что либо отставал в очках, либо если бы было бы ровно, то, конечно, он был бы позади голландца. Ну что ж, 10-й круг, 6-е место. Льюис не дремлет. Больше ошибок, конечно, совершать нельзя. Надо спокойно доехать вот уже 6-м и со спокойной как бы душой стартовать с последнего места в гонке, прорывать всех снова. Ну что, остался последний поворот перед клетчатым флагом. Отличный спринт получился. Вот никак не ожидал я 6-е место. Максимум, на что я рассчитывал, это 8-е на 1 очко. Но получилось так, как получилось. И, честно признаться, я этому очень рад. Очень рад. Здорово.
Здорово. У нас было два схода. Это Ландо Норрис и, по-моему, кто-то из Астон Мартина. Это был Себастьян Феттель. Я пилот дня. Спасибо большое. Заслуженно. То есть Эрон Барнс доехал, и он доехал не последним. Он может прям реально гордиться собой. Как ты заметил, мы абсолютно без прелюдий сегодня. Сразу переходим к гонке после спринта. Огни у нас загораются. Мы стартуем с 21 места. Феттель там, видимо, тоже штрафов набрал. Может быть, вообще из-за того, что он разбился в прошлой гонке. Прыгаем с места, можно и так выразиться. Окей. Такой себе старт, честно говоря, хотя все сделал как надо. Не знаю, что случилось. Здесь мы вовнутрь пробуем протиснуться. Там и Цунода, корректировка рулем. И, слушай, всего лишь то же место, которое и было. 21-е. Феттель позади, но это не страшно. Конечно, обидно, потому что я рассчитываю всегда на такие повороты в начале гонки. Как ты уже заметил, у меня неплохо получается там прорываться. И здесь сейчас что же происходит? Не знаю. Разбил я крыло, не разбил, по-моему, все было окей с машиной Ферстаппена. Ферстаппен любит вместе со мной в конце стартовать в этом сезоне. Я не знаю, в чем прикол, но Барнс, он пробует меня пройти. Что ты делаешь? Что ты делаешь, щенок, блин? Окей, он остается позади. Здесь мы колесо в колесо с Ферстаппеном. Вот опять посмотри ситуация, где, в принципе, он мог продолжать ехать, но он остается позади. То есть он бьет по тормозам. Вот сейчас какая-то непонятная попытка была, но в итоге как-то вот все не очень-то, можно сказать, смело. Там Стролл с Цунодой борется вместе, и это дает нам шанс приблизиться к ним еще ближе и, конечно же, дает шанс их обогнать. Выхожу из последнего поворота, приближаюсь максимально близко. Насколько я быстрее вышел, прям охереть, даже без ДРС, там, без ЕРС. Я бы его и так обогнал. Здесь по внешней стороне рискованным маневром едем с Цунодой, с Камикадзе японцем. Но, слушай, думаю, все-таки мы его пройдем. Да, нам хватит скорости перед вторым как бы поворотом, он как бы третий, но на самом деле он второй. И здесь вообще в 6-7 машин. Я не знаю, сколько было. Едут ребята просто безрассудно. Я не знаю, что случилось, но гонка, конечно, получается пока довольно-таки интересной. Конечно, старт, на который я рассчитывал после спринта, немного откладывается, но продолжаем ехать. Вообще здорово, что такая плотность, здорово, что пилоты Мерседес болтаются где-то в дерьме, потому что, гонка получается от этого интереснее, и, естественно, проверяется какая-то способность езды колесо в колесо, обгоны, защита. Да, то есть, конечно, это всегда интересно. Цунода ошибается, я чуть его не сшибаю. И вот тут он нажимает на тормоза, чтобы не вылететь за пределы трассы. Блин, здорово, конечно, что боты, да, мы сегодня много о них говорим, совершают такие действия, как ошибки, но, честно говоря, мне хочется немного большего, да, то есть я жаловался, когда они были чересчур агрессивными, сейчас они стали чересчур пассивными. Ну что ж такое, почему нет такой золотой середины? Но тем временем я совершил очень и очень неплохой обгон. Честно говоря, мне реально нравится, когда пилоты обходят вот прям на самом торможении перед поворотом. Получается очень красиво и, красивая техника, да, то есть всегда смотрел, когда гонки, вот хотел делать так же. Когда у меня получается в игре, я очень сильно радуюсь. Вот, здорово было очень, потому что поворот на большой скорости, и вот это рассчитывать нужно, да, то есть там чуть-чуть позже нажмешь, вообще вылетишь, и тебя обгонит, и тебя еще пилот сзади обгонит, а так получилось прям как надо. Приближаемся мы уже к следующей группе машин. На очереди у нас Фернандо Алонсо и Джордж Рассел. Слушай, желтый флаг, что-то случилось. И Рассел! Как у него задавил мотор. Блин, а у нас ферраривский двигатель, да, то есть, как я сказал, ферраривский, это на каком языке было, ну ладно, и ни разу не было такого, чтобы что-то сломалось. Тьфу-тьфу, конечно, да, у Барнса один раз что-то, да, отлетело, там непонятно что, нам не сообщили, как бы, зачем нам знать это, зачем мне знать это. Один раз, то есть уже это 8-я гонка, и пока, слава богу, может, конечно, что-то случится сейчас, но у меня новые компоненты, не дай бог, чтобы что-то случилось. Все нормально. Мы видели, что у Мерседеса поломки, да, то есть у Астон Мартина были, у Феррари, там Карлос Сайнс, проклятая машина просто. А у нас вот что у Рено не было ничего такого, да. Вот я к тому вообще говорю, подвожу к тому, что странно.
у моей машины еще ничего не было, вот, за что бы я переживал. Да, были какие-то там, ой, у нас какая-то поломка. Кстати, вот Алонсо сейчас довольно был агрессивен, но это дед, он там, ну, да, таблетки, видимо, забыл выпить, потому что безрассудно он там. Вот в этом повороте безрассудно обгонять. Здесь попробуй, окей. Понимаете, к чему я, да? Желтый флаг, зеленый флаг, желтый флаг. А вот смотри, там Шумахер чуть не разбился, и мы приближаемся к нему. -1, окей. Ну что ж, наверное, это наш шанс. Латифи! Я только сейчас понял, что Латифи 9-й едет. Блин, круто. А я там восхищался Албаном. Ну что, в Латифи скилл 70, чтобы вы понимали. 70. Да, ну, наверное, нам не составит труда обогнать Латифи, да? Мы Шумахера оставили позади. Там Алонсо его сразу скушал. Ну, что касается Латифи, ну, блин, по-моему, это такой, знаете, прям классный такой свежий пирожочек, который надо просто быстро съесть и забыть про него. Да, мы становимся все ближе к Николасу Латифи. Разрыв составляет всего полсекунды. Соответственно, что это означает? На следующей прямой мы его обгоним очень просто. Там и Албан, кстати, они с Вильямсом совсем что-то там... Что происходит? Нет! Нет, ребята, я разворачиваюсь и, кажется, кого-то убиваю еще. Ну, я, конечно, мог нажать на тормоз, но я хотел на трассу выехать. Это был Юки Цунода. Мне дали проезд по питлейну. Блин, ну как так можно было обосраться? Ну капец, ну это не обязательно было. Ну спокойно едь за Латифи, обгонишь его. Ну зачем вот пережимать? Ну может быть шины, конечно, уже подушли, но... Ай, да. Так помимо того, что нам дали проезд по питлейну, у меня просто нет заднего антикрыла. У меня нет боковых понтонов, нет, но они еще как бы есть, да, то есть, но... Я не знаю, как этой машиной управлять. Rest in peace, механик Хаса в очередной раз. Да, заминка еще произошла. Спасибо, 5-4. То есть самое интересное, нам ничего не поменяли, кроме шин. Ну что ж, пока мы занимаем 15 место. Видишь, Эрон Барнс тоже попал под раздачу. Гуани Джоу попал под раздачу. Ландо Норрис, я так понимаю, тоже попал под раздачу. Хотя не, может быть и нет, просто заехали из-за того, что сейфти кар. Возможно, из-за этого. Давай сейчас посмотрим вообще, как выглядит со стороны. Знаешь, со стороны вроде все нормально выглядит. Ну вот, не знаю, все вроде окей. Может быть, где-то там днище внизу повреждено. Но вот так со стороны вроде норм. Окей, я заезжаю на питлейн, чтобы проехать этот штраф, PH. Давай его просто проедем с тобой и как бы с спокойной душой уже постараемся как-нибудь завершить гонку. А почему у меня горит заезд? Блять, нет. Не, ребят, ну это прикол. Это почему? Вот кто мне объяснит, почему сейчас не сработало это? Это баг игры или что? Ну просто я... Ну до свидания, просто до свидания. Абсолютно не вижу никакого смысла ехать, когда так игра издевается над тобой. То есть проезд по питлейну. Ну, я заехал первый раз в бокс. Мне поменяли шины. Да, это не считается за проезд по питлейну. Потом я поехал намеренно в боксе, чтобы пролететь туда. То есть, да, ну, чтобы сделать этот штраф. Как исполнить этот штраф. Ну что, мне опять поменяли шины. Ну, почему? Может быть, потому что был сейфти-кар. Ну, это ж нелогично ни хера. Да, в общем, такая вот гонка. К сожалению, потенциал приехать был в очки, набрать очередные очки, но набрали просто в спринте. Ну, хоть что-то. Подписываем, наверное, Ника Хюлькенберга. Дадим мы ему, наверное, не самую низкую зарплату. Дадим 5 миллионов солидно все-таки. Он как бы гонщик с опытом. У него внимательность 99. Отлично, он с нами. Поздравляю всех, кстати, да. То есть смена пилота. Ника Хюлькенберг просто такой вымученный пилот. Давно я его хотел подписать. Внимательность 99 у него. Ну ладно. Окей, завершили мы эту Австрию. Впереди еще 8 этапов. Постараемся в каждом привести очки. Постараемся проапгрейдить сейчас Ника Хюлькенберга, чтобы у него был там не 83 скилла, а немного повыше. То есть в симуляторе мы там, не знаю, купим новый руль, педали. ДРС, блин, не зашел. В общем, такая вот ситуация, такие вот дела. Мы прям позади Макларена, позади Мерседеса, Редбула и Феррари. Посмотри, как Феррари на самом деле далеко. Прям реально в космосе от всех нас. То есть по всем фрагментам. Аэродинамика, шасси, мотор. То есть реально пацаны развиваются не зря, как говорится. Ну что до нас? Нас
Новый пилот, Гран-при Франции впереди. Сейчас должны прийти обновления. Отлично. Супер. События, отдел маркетинга. Что же тут у нас? Пофиг, давай возьмем Джорджа Рассела, чтобы у нас был соперником. Попробуем повоевать с ними. Мы видим, что вот Мерседес не супер выступает сейчас. Может быть, что-то и получится там зацепиться где-то. Но конечно, шансы у нас такие, может быть, даже призрачные. Такая вот ситуация. Давай посмотрим, как у нас проапгрейдился Ника Хюлькенберг. У него стал рейтинг 87 на секундочку. 87. Внимательность стоит, темп повысился. Но очень солидный пилот наш Вингмен. И на самом деле очень здорово, что мы имеем его в нашей команде. Ну что, друзья, как я уже сказал в начале ролика, неизвестно, когда выйдет новый видос по формуле, но я с вами не прощаюсь. Увидимся совсем скоро. Всех обнял. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорой встречи.